Приветствую зрителей моего канала. Представляю на обзор смеситель для ванны Gerhans Jovian, который я приобрел в магазине моего города за 312 белорусских рублей или что-то около 117 долларов. Это такой же незнакомый для меня бренд, как в свое время был Гапо. Выбирал чисто по внешнему виду, который, впрочем, не сильно отличается от прежнего моего смесителя Гапо, отзыв на который я оставил в прошлом моем видео. Он упакован в коробку из плотного картона. По сей день по инерции хвалятся немецким качеством. Немецкое качество — это а-ля Китай. Модель с артикулом К13008. По информации официального сайта бренда и указанной на стикере, смеситель изготовлен из корейской латуни без содержания свинца. В нем используются различные элементы, о которых я скажу далее. Согласно штрих-кода, этот смеситель изготовлен в Китае. В комплекте в отдельном пакете документация, в нем все чеки и гарантийный талон от магазина. Есть брендированный упаковочный пакет. Далее кронштейн с крепежными элементами для фиксации на стене ванной комнаты душевой лейки. Далее лейка. Она из пластика, но с хромированным покрытием. Она имеет один режим, этот диск не переключается, ее диаметр 8 см. И что мне нравится, в ней также используются резиновые дюзы, которые легко очищаются от отложений путем их деформации пальцами. Лейка легкая, такая вся хромированная, единственное, что под этой пробкой такой серый пластик. В отдельной коробке упакованы чашки и эксцентрики для подключения к водопроводу. Чашки круглые, эксцентрики не из латуни, и здесь также имеются фильтры сетки. На дне коробки в текстильном мешке уложен непосредственно сам смеситель, а под ним растягивающийся шланг для лейки в металлической оплетке длиной 150 см. Здесь имеются пластиковые пробочки, они выкручиваются, и здесь имеются уплотнительные кольца. Данная модель смесителя Gerhans имеет кубическую форму с прямыми гранями и хромированным покрытием. Заявлено, что управление температурой и потоком воды из смесителя осуществляется с помощью испанского керамического картриджа Sidal диаметром 35 мм. Если помните, то в смесителе Гапо также используются картриджи этого производителя. А в изливе установлен швейцарский аэратор NeoPerl. Все его габаритные размеры представлены на сайтах интернет-магазинов. Сверху на ручке имеется гравировочка бренда. И, кстати, здесь нету отметки горячая холодная вода, а только вот на этой вот заглушке. Подобно как в Гапо, вот такая ручка переключения с излива на душ плавно ходит. И что мне нравится в этой модели, здесь излив неповоротный, поэтому нет дополнительной утечки воды. То есть сам смеситель весь такой литой, хромированный из латуни. На тыльной стороне также имеется гравировка бренда Gerhans и цифры 82102. Для подключения шланга лейки имеется резьба снизу. Как она переключается? Значит, при повороте ручки открываются вот эти дюзы. Ну что же, монтирую смеситель ванны и показываю, как он работает. Итак, смеситель для ванны Gerhans K13008 подключен. Я упростил монтаж к водопроводу и не менял чашки-отражатели и латунные эксцентрики от прежней душевой системы Гапо G2407. Во-первых, мне кажется, что кубические чашки от Гапо лучше гармонируют с угловатым смесителем. Gerhans комплектуется круглыми отражателями диаметром 60 мм. И важный момент, они глубже 19 мм против 17 мм у Гапо. Соответственно, если бы я установил их, мне пришлось бы регулировать глубину ввинчивания вот данных эксцентриков. Но, в общем, ничего сложного в монтаже нет. Такой момент, что если перепутана подводка воды, например, горячая справа, а холодная слева, то достаточно перевернуть эту заглушку с цветовой отметкой. Я пользуюсь этим смесителем пару недель и, сравнивая с прежней системой тропического душа Гапо, заметил, что за счет использования аэраторов в изливе мне кажется, что ванна наполняется чуть-чуть дольше. Поскольку сам излив неповоротный и короткий, то заполнить водой ведро, поставив его на дно ванны, не получится. Струя очень близко к краю ванны. Регулировка напора и температуры воды с помощью испанского картриджа Sidal такая же легкая. Напомню, что производитель заявляет о гарантийном сроке работы картриджа 10 лет.
Крепление для удержания лейки я закрепил в то же отверстие, где ранее фиксировалась мачта тропического душа ГАПО. Длины шланга в 150 см хватает с запасом, но с такой высоты ополоснуть голову можно только наклонившись или взяв лейку в руку. Сначала требуется закрепить пластиковую платформу крепления. У нее имеется два отверстия под винты, чтобы исключить ее поворот, а наверх надевается и защелкивается хромированный пластиковый кронштейн. Чтобы его снять, например, для демонтажа, нужно нажать на кнопку с правой стороны. Ориентацию лейки можно изменить поворотом этого элемента с трещоткой. У него имеется несколько фиксированных положений. У лейки только один вот такой режим. Не массажный, достаточно мягкий поток воды. Капли воды, конечно же, собираются на ровных гранях смесителя, оставляя после высыхания белый известковый осадок. Потребуется регулярно чистить или менять аэратор, но время покажет. Пока так как есть, а отзыв сниму уже спустя несколько лет. Поэтому подписывайтесь на канал и до встречи здесь же. Пока!